Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 14 июля. Обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки тяжелый день. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Опасный день, поэтому обязательно сегодня на протяжении дня проведите одну простую практику. Вам понадобится буквально 2 стакана соли. Разместите их правильно и обязательно скажите определенные слова, это вам поможет. Друзья, далее все более подробно, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, нам очень приятно. Итак, друзья, сегодня 14 июля, благо сегодня воскресенье, а значит многие из нас отдыхают, и значит некоторые какие-то опасные моменты мы можем переждать в своем доме, и это очень важно. Почему? Потому что именно сегодня, 14 июля, особенный день в лунном календаре. Он будет наполнен, к сожалению, атмосферой подозрительности и недоверия. Луна движется из знака зодиака Весы в знак зодиака Скорпион, образуя квадрат к Солнцу в Раке. И вот эти астрологические влияния, к сожалению, снижают уровень доверия между людьми и даже к миру, если так можно сказать, в целом, делая этот день особенно напряженным и даже сложным для общения. Когда Луна находится в знаке зодиака Скорпион, эмоции становятся более интенсивными и глубокие. Как вы знаете, Скорпион славится своей скрытностью, настороженностью и склонностью к всевозможным подозрениям. И в сочетании еще и с квадратом к Солнцу в Раке это приводит к усилению недоверия и напряженности в межличностных отношениях. И вуаль от таинственности, маска лицемерия и доспехи неприступности будут самыми модными, к сожалению, аксессуарами этого дня. Поэтому не удивляйтесь тем событиям, тем моментам, которые могут приходить сегодня в этот день. Поэтому еще раз говорим, что сегодня все-таки будьте чуточку внимательнее, будьте чуточку осторожными. Луна в Скорпионе подталкивает, к сожалению, многих людей к недоверию и поиску скрытых мотивов у окружающих. При этом может быть такая ситуация, что вы с кем-то говорите по телефону, вы обсуждаете какие-то моменты, и вот у вас в голове прямо мысль, что вот кто-то вас обманывает, кто-то пытается что-то у вас узнать, что-то сказать, какую-то сплетню и так далее, и так далее. Ваша сегодняшняя главная цель и сегодняшняя ваша задача находиться в гармонии, в мире, в любви. Наоборот, уделите внимание себе, уделите внимание близким, родным, далеко родные и близкие, или вы в командировке, просто уделите внимание себе, порадуйте себя чем-то. У каждого это будет свое. Кроме того, обращаем еще один момент очень важный. Этот день не располагает к открытым и к искренним разговорам. Вероятно, интриги, вероятно, сегодня какие-то скрытые игры, что это будет в общей сложности осложнять выяснение истинных намерений людей. Кроме того, взаимодействие с окружающими также сегодня будет затруднено. И Луна сегодня в Скорпионе делает людей более замкнутыми и делают более их скрытными. Открытый и честный диалог может показаться невозможным, а попытки вывести кого-то на откровенность могут столкнуться с агрессией или скрытой враждебностью. В то же время именно сегодня интуиция у нас с вами будет на высоте. Это подходящий день для того, чтобы довериться своим внутренним ощущениям, довериться своим внутренним каким-то догадкам. Часто именно в такие периоды вы можете раскрыть какие-то скрытые тайны и узнать даже важную информацию. Для тех, кто владеет искусством обольщения, этот день 14 июля принесет даже успех. Мастеров флирта ждут страстные поклонники, а попытки завязать романтические отношения могут оказаться даже более успешными. Однако стоит помнить, что повышенная подозрительность будет распространяться и в том числе на любовные отношения. И проявление искренности и честности может оказаться ключевым фактором для построения доверительных связей.
Луна в Скорпионе способствует и созданию романтических интриг и увлекательных игр. Это день, когда страсть может вспыхнуть с новой силой, а тайные желания выйти на поверхность. Однако стоит быть осторожным, чтобы не запутаться в собственных интригах и не стать жертвой чужих манипуляций. Кроме того, очень важно, хотим вам дать сейчас советы, обратите на них внимание и на протяжении дня все-таки постарайтесь на них обратить внимание. Во-первых, постарайтесь не вступать в глубокие и какие-то значимые беседы. Далее сосредоточьтесь на поверхностных темах, избегая конфронтаций и выяснения любых отношений. Сегодня интуиция будет надежным спутником, доверяйте своим внутренним ощущениям и наблюдениям. Если что-то кажется вам подозрительным, а поверьте, будут такие какие-то моменты, скорее всего, вы знаете, так оно и есть. Далее обращаем ваше внимание, что ваша дипломатичность и тактичность помогут избежать вам сегодня ненужных конфликтов и напряженности. Постарайтесь сглаживать острые углы в общении и быть более терпимыми к недостаткам окружающих. Луна в Скорпионе сегодня также влияет очень сильно на финансовые дела. Будьте осторожны с крупными тратами и со всевозможными инвестициями. Проверяйте все сделки и контракты на наличие скрытых условий. Кто-то скажет о том, что сегодня выходной, сегодня никто не работает, о каких контрактах и так далее. Еще раз делаем маленький акцент на том, что люди, которые работают в бизнесе, независимо у них маленький бизнес, свой, средним они крутятся в бизнесе, всегда бизнес работает 24 часа, 7 дней в неделю. Поэтому здесь это работает уже совсем по-другому. Обращаем на это ваше особое внимание. И вы знаете, сегодняшний день, 14 июля, будет особенным и, как мы уже сказали ранее, в какой-то степени даже будет опасным. И в этот день могут активизироваться негативные энергии, силы, которые могут повлиять и на ваше самочувствие, на ваше эмоциональное состояние и, вы знаете, даже на общую атмосферу в доме. Чтобы защищать себя и своих близких, существует простой, но эффективный ритуал с использованием соли. И обращаем ваше внимание, что сегодня, еще раз делаем акцент, переход Луны из знака Весов в знак зодиака Скорпион, а это создает мощные энергетические потоки. Скорпион – это знак, который ассоциируется с трансформацией, с глубинными эмоциями и даже со скрытыми силами. И в сочетании с другими планетарными аспектами этот день станет по временем повышенной напряженности, конфликтов и обострения негативных ситуаций. Кроме того, сегодняшняя Луна будет усиливать именно интуицию и чувствительность к каким-то негативным энергиям. Поэтому люди в этот день будут чувствовать себя более уязвимыми, подозрительными и недоверчивыми. Даже обращаем ваше внимание, сегодня день, когда внутренние страхи и беспокойство могут выйти на поверхность, создавая тем самым дискомфорт и тревогу. Поэтому мы рекомендуем провести практику со солью. Вы знаете, что соль – это достаточно мощное средство для очищения и защиты. И ее кристаллическая структура и способность нейтрализовать негативные энергии делают соль идеальным инструментом для создания вот такого вот защитного барьера. Кроме того, вы знаете о том, что соль способна поглощать и нейтрализовать любые негативные энергии. Она очищает пространство и от энергетических загрязнений создает гармоничную атмосферу. Кроме того, соль помогает сосредоточиться и даже усилить свою интуицию, что особенно важно в дни повышенной энергетической активности. Итак, для того, чтобы защитить себя и свой дом в этот опасный день, выполните следующую практику с использованием соли. Итак, вам понадобится 2 стакана соли и буквально чуточку времени для проведения этой практики. Итак, найдите 2 прозрачных стакана. Обращаем ваше внимание, что лучше использовать именно стеклянные стаканы, чтобы энергия могла свободно циркулировать.
Далее насыпьте соль в оба стакана до верха. Соль должна быть чистой, без каких-либо добавок. Далее разместите 1 стакан соли в одном углу комнаты, а второй в противоположном. Это поможет создать энергетический барьер и равномерно распределить защитные свойства соли по всей комнате. Вы спросите, в какой комнате? В той комнате, где вы больше всего проводите времени. Если это у вас гостиная, значит гостиная, если это кухня, это значит кухня. Но, обращаем ваше внимание, стаканы должны быть с солью размещены противоположно. Это очень важный момент, на который вам обязательно стоит обратить внимание. И далее, когда будете размещать, обязательно скажите следующие слова. Соль, сохрани мир и спокойствие в моем доме. Сегодня я призываю силу соли для защиты. Энергия соли нейтрализует любые злые влияния. Пусть соль охраняет меня и моих близких от зла. Вот эти 2 стакана оставьте солью на целую ночь, и вот за это время соль она поглотит и нейтрализует негативные энергии. А на следующее утро, это уже на самом деле 15 июля, понедельник, утром аккуратно всю соль соберите в 1 пакет и выбросите из стаканов. Эту соль нельзя использовать, так как она уже впитала негативную энергию. Очень важно, чтобы вы ее взяли в черный пакет, любой пакет, который у вас есть, и вынесли и выбросили в мусорку. В тот момент, когда вы будете выбрасывать, подумайте о том, как эта соль убирает весь негатив, и как вы выбрасываете, возможно, те проблемы, те неприятности, которые есть в вашей жизни. Далее немножко проговорим касательно лунного календаря здоровья. Давайте посмотрим, на что нам сегодня стоит обратить внимание. Во-первых, обращаем ваше внимание, что этот день благоприятен для укрепления иммунной системы, поэтому включите обязательно сегодня в свой рацион свежие фрукты, включите овощи, которые будут богаты витаминами и антиоксидантами. Особое внимание стоит уделить цитрусовым, зелени и ягодам. Умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, йога или плавание, помогут поддерживать ваше тело в тонусе и улучшат ваше общее самочувствие. Также избегайте сегодня обязательно излишних нагрузок, чтобы не перегружать организм. На что еще стоит обратить внимание? Знак зодиака Весы, вы знаете, что он управляет у нас с вами почками, управляет он поясничной областью, поэтому стоит уделить особое внимание этим органам. Пейте достаточное количество воды и избегайте продуктов, которые могут перегружать почки. Это, например, это могут быть соленые и жирные блюда. Далее, друзья, уделим внимание карте Таро на 14 июля. И вы знаете, сегодня выпала карта Паж мечей. Это карта очень важна, она предвещает день, когда энергия будет наполнена достаточно интересными моментами, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, этот день, если мы говорим о финансах, мы говорим о деньгах, то карта говорит о том, что сегодня хорошее время для анализа финансового положения и планирования своего бюджета. Используйте этот день для изучения новых финансовых стратегий, поиска информации о возможностях инвестиций. Но будьте осторожны сегодня в принятии решений и обязательно избегайте поспешных шагов. Кроме того, Паж мечей указывает на необходимость саморазвития и получения новых знаний. Не бойтесь получать новые знания. Кроме того, сегодня подходящий день для чтения, изучения каких-то новых тем и расширения кругозора. Практикуйте сегодня медитацию, чтобы лучше понять свои цели и желания. Также будьте сегодня честными. Искренность в общении поможет сегодня вам укрепить отношения и избежать каких-либо недоразумений в жизни. Теперь давайте уделим внимание совету от Архангела Михаила на 14 июля. Итак, Архангел Михаил говорит нам о том, что сегодня нужно уделить внимание очищению своего пространства и своего внутреннего состояния. Негативные энергии и стрессы могут накапливаться, мешая нам двигаться вперед и проявлять свою истинную сущность.
Используйте этот день для очищения как физического, так и энергетического пространства. Как вариант, переберите свои ненужные вещи, которыми вы давно не пользуетесь, очистите пространство от пыли и грязи. Особое внимание уделите тем уголкам, где вы редко проводите уборку. Обращаем ваше внимание, мы не говорим о том, что вам нужно сегодня сделать какую-то кардинальную уборку, но мы говорим о том, что вам сегодня стоит обратить внимание на энергию в вашем доме. Недаром сегодня день такой вот опасный, он сложный, он тяжелый в какой-то степени, но все же. Кроме того, сегодня хорошо делать очищение с помощью ароматических свечей, благовоний, эфирных масел. Используйте такие ароматы сегодня, как ладан, как сандал, лаванда, которые будут способствовать и очищению, и в том числе и успокоению. На что еще стоит обратить внимание? О том, что мы сегодня должны быть стойкими, потому что сегодня нам дается такая вот возможность укрепить свою веру и доверие к высшим силам. Не бойтесь проявлять свои истинные чувства и делиться своими переживаниями с близкими людьми, но именно с теми людьми, которые вас ценят, которые вас понимают, которые готовы вас поддержать. Потому что помните о том, что многие люди, к сожалению, только одевают маску, а когда нужно, показывают свое истинное лицо. Также сегодня на протяжении дня можете произносить следующие слова. Я под защитой Архангела Михаила. Я сильный и уверенный в себе человек. Не бойтесь приглашать в свою жизнь высшие силы и просить о тех мыслимых и немыслимых благ, которые действительно вам нужны в жизни. Вот такой, друзья, сегодня у нас с вами день, 14 июля. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас лайком. Также, девочки и мальчики, подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья! Услышимся в следующем видео.